Всем привет! Вас ждет очередной влог из Аргентины, а также будни мамы. Будем отмечать 2 месяца малышки. Шопинг по мебельным магазинам, так как мы купили квартиру в Аргентине, теперь нам нужно ее обустроить. Ну и, конечно же, очень много кофеин и чашек кофе. Кто мой лужунчик? Погода сегодня огонь, поэтому мы отправились на очередную прогулку. Но сначала у нас есть план. Мы встали сегодня пораньше, чтобы как раз успеть кое-что прикупить. Мы сейчас идем на ярмарку, вон там вот видны палатки. И там фрукты, овощи гораздо дешевле. Прям можно набрать много всего. И все очень вкусно и свежее. Но сегодня здесь огромнейшая очередь. А кому-то сегодня 2 месяца. Да? 2 месяца кому-то. Вот этой вот сладкой булочки 2 месяца. Сладенькая моя. На такой ярмарке обычно большой выбор. Продаются не только фрукты, но еще и сыры, мясо, яйца. Обычно очередь не такая большая, но сегодня нам не повезло, к сожалению. Многие приходят с тележками, куда удобно все складывать. Что мы взяли? Очень много различных овощей. Ну и рядом с этой ярмаркой находится одна из наших любимых кофеин, поэтому мы решили отправиться в нее взять кофе. Не знаю, сейчас сделать или нет, но лежать спокойно она не может. У нее постоянно ноги куда-нибудь кверху. Прям вот стабильно. Не знаю, являетесь ли вы любителем кофе, но лично меня этот напиток спасает от недосыпа. Один из самых приятных моментов за день – это посидеть с чашечкой кофе, насладиться как раз. В общем, такие моменты меня очень радуют. Второй приятный момент после тяжелой ночи обычно это душ. Ну и, конечно же, несмотря ни на какие сложности, я всегда очень рада, когда малышка улыбается мне. Вот это вселяет какую-то силу. Выпечка в этом кафе мне тоже нравится. Не хочет ехать в коляске. Посадили ее, в общем, короче говоря, на мужа. Сидит, рассматривает, что-то там по сторонам глядит. А моему маленькому чуду, моей сладкой булочке, уже 2 месяца. Мне кажется, что она становится все более мимишной. Не знаю, как вы, а я лично точно очарована ее улыбкой. Ну и на 2 месяца, как вы догадались, я заказала тортик с булочкой. Мне кажется, у этого бенто-торта просто не было шанса быть каким-то другим. Ну а мы потихоньку подрастаем, у нас вот появилась уже социальная улыбка. Малышка всегда легко находит меня глазами. Мы еще плохо держим голову лежа на животе, но нам очень нравится разглядывать овечек на мобиле. Мы потихоньку начинаем интересоваться игрушками. Ну и в тяжелые дни, конечно же, не слезаем с рук мамы и папы. Рост у нее сейчас 58 сантиметров, а вес 4600. Я очень люблю с ней рурукать, она всегда улыбается в ответ. Ей очень нравится купаться, но я стараюсь делать это очень аккуратно. Ну и, конечно, я ее очень-очень люблю, мою сладкую-сладкую булочку. Булочка сегодня такая молодец, она и поспать нам дала сегодня, мы выспались в итоге, и так хорошо пофоткались, вот, она спокойно совершенно, лежала, не капризничала, улыбалась, что не так, как бы часто бывало. Сейчас прям она хихикала, в общем, была достаточно довольна на фотосессии, поэтому вроде получилось прикольно. В общем, я довольна, сейчас пойдем как раз в магазин покупать в очередной раз всякие вещи для обустройства. Мы, как вы знаете, очень любим гулять, поэтому пешочком как раз идем в сторону Изи. Там как раз будем смотреть все-все-все. Что мы пришли в парк. Нам нужно подснять камеру. И вот мелкая лежит вот так вот, смотрит по сторонам. Вокруг поют птички, солнышко. В общем, очень приятная атмосфера вокруг. Пока муж решает сфотографировать солнышко на Хассель. Малыш у нас спит сладким сном. На самом деле не уверена, что столько бы гуляла, если бы малышка не отрубалась в коляске. Вот. Это, конечно, стимулирует к прогулкам больше выходить на улицу. Ну и неторопливо прогуливаясь, мы наконец-то добрались до Изи. Вот его главный вход как раз. И сейчас будем смотреть, что здесь можно приобрести интересного для квартиры. Может быть, как раз найдем какие-нибудь столики, стульчики. В общем, что-то, что может нам пригодиться, что приглянется. А это тот самый стул, что мы купили на балкон. Мы опять смотрели посуду, хотели взять такой вот комплект с ножами. В принципе, он прикольный. Но нашли еще круче. Вот такой вот с подставкой. Будем искать его в другом Изи, потому что мне нравится, что здесь есть ножик для хлеба. Вот. Хочу такой. Очень прикольный. Всякие штуки для кухни. Я наконец-то нашла толкушку для картохи. Вот, тоже ее взяли. Хотела такую штуку, какую-нибудь ванную, но что-то очень дорого. Посмотрим в другом месте еще. И мы решили взять
вот такую вот штуку, прикольную, серенькую. Он как раз будет компоноваться с набором, который у нас в ванной уже есть. Вот. Для белья. В общем, для стирки. Типа, мне кажется, прикольно. Должно смотреться. Ну и выйдет, как всегда, большая очередь. Вот такая вот очередь. Булочка пока что спит. А это как раз корзина для белья, что мы берем. Мы за день очень много успели всего сделать, поэтому потихоньку укладываемся спать. Малышка не всегда быстро засыпает, иногда мне приходится повозиться, несколько раз ее укладывать, вот. Но главное, это результат, чаще всего она все-таки рано или поздно засыпает. Ну а именно так начинается наше утро. Чаще всего в 5 часов я перекладываю ее как раз в кокон, потому что она уже не хочет лежать в кроватке. В коконе она может еще немножко доспать. Вот, и вот так вот она как раз лежит сама, себя развлекает, смотрит на овечек. И пока она так увлечена, у меня есть немного времени для сна. Ну что ж, я с переменным успехом собралась. Вот, сегодня моя булочка, она достаточно капризная, вот, поэтому пришлось постоянно прерываться на то, чтобы ее успокаивать. Вот, поэтому мы так долго собирались, скажем так. Муж сегодня уехал по делам, поэтому он тоже мне не помогал. Я ее собрала. Сейчас поедем как раз в Паналеру. Вот, за пеленками, и мне нужно еще вкладыши тоже для груди, поэтому, в общем, будем их добывать. А то все на грани, все заканчивается. В последнее время она очень часто пачкает мне пеленки, вот, неожиданным образом, вот, поэтому они нужны. Вот у меня еще осталась одна упаковка, но нужно больше, потому что я боюсь, что, в общем, мы будем на грани, и что это все потратится. Я иду, собственно, за вот этими пеленками. Выглядят они вот так, и вот здесь вот они у нас на пеленальном столике как раз расположены. Решила ее сегодня укомплектовать вообще в нашу такую, я бы назвала это ночнушкой больше, вот, потому что мы чаще всего спим в этих овечках. Вот мне очень нравится этот такой песочник, он очень удобно застегивается, и поэтому ночью тоже удобно менять подгузник, потому что просто расстегнул. Вот, и быстренько поменял. И плюс смотрится очень мило ночью. И она сейчас наконец-то уснула. Что я сейчас планирую найти себе кофеек, возможно, с медиалунусом, в общем, посмотрим, как будет получаться. Сегодня понедельник, поэтому наша любимая кофейня закрыта. Там вообще очень дешево и вкусно, вот, но сегодня она, к сожалению, закрыта. Чаще всего мы берем там. Но если мы идем гулять, как, например, я сегодня иду на прогулку, то чаще всего мы стараемся попробовать что-то в новом месте, чтобы тоже было, можно было как бы, да, найти что-нибудь интересное. Вот, поэтому сейчас попробую найти новое местечко, где что-нибудь попробую. А это кто-то очень недовольный. Лежит. Нежится немножко. Я пока прогуливаюсь по Палермо, здесь очень много кофеин и ресторанов, поэтому легко можно найти место, где можно что-то прикусить. В этом кафе мы уже были, там, в принципе, очень вкусный кофе и отличные сэндвичи. Но я хочу пройти сейчас немного дальше от него. В общем, неподалеку от этого кафе есть другое кафе, которое я как раз нашла на Google Maps. Посмотрим, насколько там вкусно. По рейтингу оно, кстати говоря, даже выше. Так что посмотрим. В Палермо много интересных зданий, много классных граффити, ну и кафе тоже всегда выглядит достаточно презентабельно и уютно. А я расположилась на веранде вот тут. Взяла себе латте и медиалунос. Выглядели они крайне аппетитно. Было очень приятно вот так вот передохнуть, провести время. На веранде так вообще замечательно, мне кажется, летом всегда. После кофейни я двинулась дальше к памперсной. Но и не удержалась, и сняла очень красивый свет с такими потрясающими звуками. На мой взгляд, это прям умиротворение. На своем пути мне встретилась школа, занятия в которой как раз закончились. Я так понимаю, что с этой табличкой можно учиться танцевать танго. Очень прикольно сделано. Здесь можно встретить забавные рюкзаки в виде тележек. Ну а если вы спросите меня, что это за длинная такая очередь, это как раз родители забирают своих детей из школы. Прикольно, здесь даже вот эти прорезыватели, я их как раз видела, есть. Ну а я тем временем купила все, что нужно в памперсной, и уже отправилась в обратный путь. Решила зайти еще в одну кофейню, где мне очень нравится тоже кофе и медиалунусы. Это кофейня, в которой мы вообще, когда впервые оказались в Буэнос-Айресе, пошли завтракать. Вот решила взять кофеек с собой здесь. Мы почти дома. Это мой пакетик с медиалунусами. Кофеек. Собственно, я лично. Вот, решила в парке немножко тоже. Я почти дома, вот, поэтому решила в парке немножко зависнуть. Съесть все-таки медиалунус в парке, вот, потому что природа, пока тепло, еще хочется немножко, в общем, на воздухе побыть. Пока что хорошо. Плюс
Эмилия вроде как сейчас не плачет, вот поэтому почему бы нет. А так в парке, ну, очень-очень-очень хорошо. Булка спит. Еще я очень люблю зелень, когда все цветет. Это, конечно же, создает свое настроение. Что я в итоге взяла в памперсные? Это были накладки на грудь, потому что у меня все очень много молока. И, собственно, как я говорила, пеленки. Кажется, еще есть запас, вот, это не прям такая необходимость, но скоро заканчивается, поэтому это было, в общем, хорошо, что я сходила. Ну и плюс отличная погода, поэтому я с удовольствием просто-напросто прогулялась. Ну и плюс булочки тоже нужно гулять, поэтому как-то так. Мы почти дома. Наша прогулка завершена. Сейчас как раз булочку покормлю, вот, и буду готовить. Не знаю, ну, возможно, как раз у нас будет сегодня картофельная запеканка. Хочется что-то такого, в общем, потратить моцареллу. Так, картошка с сыром как раз. Там, может быть, будет слой из кабачков, в общем, из овощей каких-нибудь. В общем, что-нибудь такое хочется. Вот, надеюсь, что получится вкусно. Кто тут такой сидит? Кто это? Кто? Ты себе улыбаешься, да? Улыбаешься себе? Ничего себе. Еще она наконец-то научилась вот так вот удерживать соску. Прикольно очень держит. И иногда даже может сама ее в рот вставить. Ну а у нас начался новый день. Мы как раз зашли еще раз в ту же самую кофейню, в которой была вчера. И решили пойти смотреть диваны. С диваном мы наконец-то определились. Нам понравился диван как раз вот в этом милом магазинчике. Здесь достаточно такой большой выбор, есть разные тоже оттенки. Ну и учитывая то, какой у нас сейчас диван на съемной квартире, хотелось, конечно, диван побольше. И вот приглянулся как раз этот. В Аргентине практически никогда нельзя просто прийти и купить то, что тебе требуется. Всегда есть какие-то сроки изготовления. В плане сроков нам обещали 3 недели, и в данном случае здесь держали свое обещание. Это, кстати говоря, редкость. Чаще всего сроки тоже нарушаются, вот, но здесь все было четко, поэтому очень рекомендую. После того, как мы заказали диван, мы решили еще немножко прогуляться, и в итоге потом зашли перекусить, съесть миланезу вот в таком вот заведении. На мой взгляд, миланеза здесь была неплохая, вполне себе, но, если честно, я в ней не сильно разбираюсь, она, на мой взгляд, везде примерно одинаковая. Просто мясо в панировке, особой разницы я не вижу. Еще малышке стало интересно погремушка, я периодически ей давала посмотреть, есть ли интерес или нет. И вот сейчас она наконец-то стала с ней играть, вот так вот держит, трясет, тянет в рот, естественно, в общем, исследует мир по полной. Но прям долго с ней она еще не играет, все равно встает. То, что мы взяли на кухню, вот такая вот штука для специй, очень классно, можно будет подвесить на полку и сюда, собственно, сами специи зафигарить. Вот мне кажется, что очень удобно. Вот, посмотрим, будет ли она вообще подходить к нашей кухне. Вообще у этой фирмы очень классные наборы, очень такие продуманные. Вот такой вот набор мисок различных, тоже разных форм. Штука под стаканы. Вот тоже очень удобная. Еще одна штука под стаканы. Там для начала венчик. Вот такой вот венчик. Хочу сделать тирамису. Такая штука тоже под тарелки, под чашки. И набор посуды. Кастрюля, сковородка и тоже сотейник. Сегодня мы ходили в русское посольство отдать документы, чтобы как раз малышке сделали паспорт. Но все нам сделать как раз не удалось. Кое-что пошло не совсем так, как нужно. Вот, но мы смогли договориться, поэтому, в общем, потом исправим ошибку. Моя крошка в хорошем настроении, и нас ждет сегодня поездка на поезде. Ну, милашка-очаровашка же. В Аргентине достаточно комфортабельные поезда, вот так вот они выглядят, и сами платформы тоже вполне себе приятные. Вот, поезд достаточно быстро тебя доставляет до цели. Лично у меня достаточно приятные впечатления от такой поездки. Булочка у нас сегодня медвежонок. Сладенький. Ой, ты мой сладкий. Малышка у нас очень любит смотреть в окошко, как двигаются различные объекты. Вот поэтому часть пути как раз они проехали вместе с мужем. Он взял ее на ручки. И они смотрели на мелькающие здания, деревья, прохожих. В общем, картина была достаточно умилительная. Но у нас очередная поездка в Содимак. В этот раз мы решили воспользоваться поездом и доехали до него сами. Конечно, если бы у нас была своя машина, было бы гораздо комфортнее. Сейчас тут приехали в очередной раз в Содимак. Сейчас будем покупать всякие штуки и смотреть для интернет-заказа. Сегодня ужасный дождь, в очередной день, поэтому мы с дождевиком. И я нашла очень прикольную штуку. Можно будет тоже как в плане детского варианта. Есть вот такой вот темненький комплект. И есть вот такой вот. Мне он больше нравится, мне кажется, нам больше подходит.
светлый, очень мило выглядит. Особенно мне нравится, что это ящики. Вот они выдвигаются вот так вот и задвигаются. Прикольно. Вот эта штука прикольна, возможно, в ванну, потому что мы в Изи видели очень дорогую. Может быть, это дешевле, посмотрим. И торшер мне тоже вот это нравится. Очень люблю дерево. Вот, как раз присмотрели в ящик для приборов вот такую штуку. Мне кажется, прикольно. Стоит это на данный момент 15 599 песо. Вот, но выглядит прикольно, мне нравится в ящик. И вот такая штука для посуды. Тоже симпатично. Симпатично еще есть вот такие вот ящики для хранения. Мне нравится, что у них деревянная крышка. Но не знаю, нужны они нам или нет. Посмотрим. Посуда мне нравится минималистичная, вот. И пока что мне нравится, в принципе, вот этот набор. Мне кажется, достаточно симпатичный. Плюс я люблю, когда есть вот такие вот миски. Мне кажется, они удобные. И прикольно, что с каемочкой такой черный. Хотела еще купить какую-нибудь подложку для, на стол, да, симпатичную. Вот, вроде это тоже ничего. Хотя я хотела деревянную, еще посмотрим. Есть различные симпатичные такие, типа, как жалюзи на окна. Вот мне нравятся серые. Сейчас посмотрим, что еще есть. Неплохой столик. Вот еще, кстати, тонкий шкаф. Прекрасная комбо, мне кажется. Отличный, симпатичный столик, мне очень нравится. На этих стульях, кстати, достаточно удобно сидеть. Вот я уже попробовала. Что ж, выбираем штуку для душа. Вот, решили взять какую-то такую. Мне кажется, симпатично будет с цветочками. Она иногда ни с того ни с сего вот так вот смешно вылупляется и не знает, что вообще и думать. Мы были без сил, поэтому решили перекусить в Макдональдсе. Он здесь, кстати говоря, достаточно вкусный. Я все еще пробую новые вкусняшки в Аргентине, и вот это одно из моих любимых как раз печенек. Очень вкусно. Сладкий, сладенький мой, да? И мой сладкий. Кто этот сладкий малыш? Кто это сладкий, а? Кто это сладенький? Ну, а я всегда умиляюсь, когда просыпаюсь и смотрю на малышку, потому что она всегда такая смешная, такая очаровашка. В общем, люблю ее разглядывать. Спасибо всем, кто смотрит мои влоги. Увидимся в следующий раз. Всем пока-пока!